Сегодня я хочу рассказать поподробнее о сумке Neverfull от Louis Vuitton, которую я купила 1,5 года назад. Я думаю, что 1,5 года достаточно времени для того, чтобы ее оценить и дать личный отзыв. Честно говоря, сейчас я вспоминаю, и когда я планировала ее покупать, то я все никак не могла определиться. Я хочу вот эту расцветку, это их классическая канва, или же я хочу темную сумку, потому что мне казалось, что темная сумка будет лучше, так как у нее здесь не светлые края, и это будет практичнее. Я слышала много отзывов о том, что вот эти вот светлые края темнеют. Вот, я очень переживала, потому что сумка дорогая, и я думала, вот, наверное, мне нужна черная. Ну, то есть темно-коричневая, на которой не лого, а вот так вот она выглядит. Но дело в том, что с ней была проблема следующая. Она внутри есть только в цветах, по-моему, черри и розовый, да. И то есть получается, что если я хотела приобрести ее в темной канве, я должна была выбрать либо черри, либо розовое внутри. Но меня это не очень сильно устраивало, и вот я ходила и думала, я хочу эту светлую с бежевой внутренней тканью, или же все-таки темную с цветной. И в итоге я решила, что я хочу с бежевым внутри, и я сделала все правильно, потому что, наверное, красный или розовый цвет внутри меня бы раздражал. Я достаточно сдержанный человек в цветах. У меня иногда бывают какие-то порывы, но в основном я люблю спокойные цвета, мне с ними легче жить, они меня не бесят, потому что обычно цвета мне быстро надоедают, прям чтобы их сложно стилизовать, сколько они меня начинают раздражать. Вот, и для моего собственного психологического спокойствия, ощущения, что я выгляжу аккуратно и не слишком вычурно, я предпочитаю спокойные цвета, в том числе даже в тех местах, где их не совсем видно, хотя, честно говоря, сумка же не закрывается, поэтому я подумала, нет, если в моих луках будет вот эта вот видна красно-розовая внутренность, я сойду с ума. И в итоге, значит, я ходила и решилась на вот эту. Но в итоге, когда мы с моим мужем на мой день рождения пошли в магазин, конечно же, там не было этой сумки в наличии. Вот, и мы ее заказали через интернет. Приехала в нормальном виде, идеально. Что касается ее функциональности, все ровно таким образом, как о ней рассказывают. Она вмещает в себя все на свете, и она подходит ко всему. Я беру в нее и компьютер, и iPad, и бутылку с водой, и сменную одежду на спорт. И, как я уже рассказывала в другом видео, я даже захожу с ней после работы за продуктами, и я просто сверху кидаю все огурцы и помидоры. Вот, конечно же, в путешествие, потому что вот этот багажный вайб Louis Vuitton мне очень нравится. Мне просто доставляет радость с этой сумкой ехать в какое-либо путешествие, брать ее в самолет. Я складываю сюда все свои документы. Когда я тоже сама делала ресерч, смотрела видео других людей, что они рассказывают об этих сумках, и спрашивала у знакомых, у кого есть такая сумка, я слышала кучу разных историй про то, как с этой сумкой просто видят людей везде, и на пляже, и в роддоме, и, в общем, эта сумка будет вашим другом в любой ситуации, когда вам нужно взять с собой свою жизнь. Про то, что она ко всему подходит, это какая-то магия брендовых вещей, когда действительно их дизайн каким-то образом, куда бы ты ни надел, всегда классно смотрится. Наверное, это магия качественной, дорогой вещи, используя которую ты чувствуешь себя более уверенно, и тебе сразу все нравится. Наверное, это этот эффект. Но если говорить конкретно об этой сумке и спуститься на землю, то, конечно же, коричневый бежевый цвет универсальный и подходит ко всему. Что касается сезонности, то эту сумку я зимой почти не использую, опять же, только если я куда-то еду. Скорее, я бы сказала, это весенний, летний и осенний период. Я, честно говоря, не думала, что я буду носить ее летом, но эта сумка классно смотрится со всякими минималистичными аутфитами, ну, лично для меня. То есть это может быть какое-то черное платье в длине миди или макси, какой-то тюб, или может быть с джинсами и белой рубашкой. То есть это должно быть что-то спокойное, потому что как бы сумка уже делает свое дело своим активным логопринтом. К мифам и минусам
о которых говорят другие люди, о которых я слышала, и, скажем, в чем-то я соглашусь, и что-то я опровергну. Первый минус — это то, чего как раз я боялась, это вот эти белые края, ну, светлые края, которые потрескаются, испачкаются и так далее и тому подобное. Насчет потрескаются. Вот сейчас, спустя 1,5 года, почти 2 года, ничего не потрескалось. Но, скорее всего, если как бы сумку носить 10-15 лет и очень активно, скорее всего, потрескается, потому что кожа имеет свойство трескаться, и это нужно реставрировать. То же самое, как кожаные диваны и другие кожаные изделия, они начинают как бы шелушиться и распадаться, и как бы, наверное, это норма. У меня пока что такого не произошло. Может быть, на ручках чуть-чуть есть следы. Да нет, вообще ничего нет. Вот. Что касается потемнения краев, наверное, это происходит, но очень постепенно, не так, что это заметно. Честно говоря, даже если оно чуть-чуть потемнело, то мне нравится, потому что вначале меня даже немного напрягало, что вот эти края такие прям светло-яркие, какие-то розово-бежевые. Теперь оно стало чуть-чуть погрязнее, вот, но это выглядит очень натурально и меня, в принципе, устраивает. Что старые винтажные сумки Louis Vuitton, у них коричневый край. Вот, честно говоря, мне это больше нравилось, но мне не очень хотелось покупать эту сумку с рук, поэтому я подумала, ничего страшного, пусть будет так, потому что так, в принципе, не критично, и меня тоже устраивает. Вот, то есть по поводу потемнения и потрескивания, как бы, это естественный процесс, но ничего страшного. Через большое количество лет, да, это будет видно, и, скорее всего, будет уже не так прикольно. Опять же, зависит от того, что вы любите. Если вы любите прямо, чтобы было brand new, то тогда, конечно, как бы винтажные сумки не покупайте, покупайте новые, потом их перепродавайте, чтобы все это хранилось в нужном состоянии. Вот. Или же, если вам это нравится, тогда мне нечего переживать, вы можете вообще купить уже винтажную сумку, которая, хотя я не уверена, что она будет, честно говоря, стоить дешевле, но ладно, не суть. Следующее, что я хочу сказать по поводу чувствительности. Очень много говорят о том, что эта сумка чувствительная к воде. Опять же, в особенности вот эти края, что якобы пройдешься под дождем и будут пятна. До этого видео я хотела сказать, что это не так, потому что я не видела этих пятен. И первые где-то пару-тройку раз, когда я шла с этой сумкой и шел дождь, то я, честно скажу, я просто снимала там пальто или куртка, что у меня было, я ее под сумку надевала внутрь и сверху надевала свою верхнюю одежду, ну, если у меня не было зонта. Вот, и так ее пыталась спасти, потому что я очень этого боялась. Вот, но потом, как бы, как обычно это и бывает, мы такие, ай, ладно, что я буду вечно как курица с яйцом. И, конечно же, я перестала такой фигней заниматься и просто хожу, ну, пошел дождь, ну, нет зонта, ну и ладно. Ну, или там она даже все равно из-под зонта торчит, потому что она достаточно длинная. Ходила, а потом такая смотрю, о, нет никаких пятен, отлично. А сейчас я присмотрелась, и действительно есть такие, как вкрапления от дождя, я не знаю, будет ли это видно. Не уверена, что это видно на видео. Ну, короче, они есть, да, это правда, но они не настолько заметны, чтобы прям вот так вот истерить. Ну, мне это уже не так. Меня это уже не так сильно беспокоит. Когда-то давно я всегда пыталась держать все вещи в идеальном состоянии, чтобы они были такие все прям идеально, как будто только что купленные. Сейчас я не могу сказать, что я прям винтаж-любитель какой-то, вот этих вот потрепанных прям супер вещей старых, но если у вещи есть какие-то следы, носки, то меня это, в принципе, не так пугает, мне кажется, наоборот, эта вещь становится очень такой личной и своей историей, и что-то в этом как бы есть. Что касается размера, тоже думала довольно долго, потому что эта сумка есть в размере PM, это называется, по-моему, Petite, что-то там. Потом есть вот этот Medium, средний размер, и еще есть Large. Конечно, я выбирала между Medium и Petite, потому что я сама по себе маленькая, и то есть это должна была быть для меня большая сумка Tote, но не настолько, чтобы она была больше меня. Соответственно, я думала между ней и Petite, я ходила в магазин, и все-таки Petite для меня маловато. Я уже думала, раз уж я хочу большой шоппер такой, то, наверное, все-таки medium, и да, она мне подходит идеально по размеру. Я считаю, что это идеальный размер для того, чтобы носить всю свою жизнь. И еще я потом скажу почему, потому что есть один минус. Очень сильный аргумент
против того, чтобы покупать сумку в размере large. Далее, следующая информация, которая ходит по интернету, это то, что эта сумка теряет форму и что она превращается в кошелку и стрёмно выглядит и все такое. Вот, я не знаю, у меня этого не произошло пока что за это время, но, конечно же, зная все эти слухи, я попыталась обезопасить себя и купила такой вот органайзер. Он ставится внутрь сумки, чтобы она держала форму, и еще и как бы помогает как-то организовать пространство, потому что там, кроме одного вот такого кармашка сбоку, там нет никаких больше отделений. И как бы с этим органайзером, мне кажется, что она держит форму очень хорошо. Дно не провалилось, края ровные. Просто купите органайзер. Еще один минус, который, конечно же, ходит по интернету, что эта сумка полностью открытая, то есть она типа небезопасная, из нее что-то может вывалиться и так далее. Я как бы знала, что она такая, я шла на это, меня это не сильно смущало. Не знаю, может быть, потому что я живу в Мюнхене, у нас тут как бы безопасно, и здесь люди с брендовыми сумками ездят в метро, и в принципе ничего не случается, но если случается, то очень-очень редко. Я привыкла к этой безопасности, и поэтому я как бы не сильно, честно скажу, переживала на этот счет. Вот. Мне, наоборот, в какой-то мере нравится, что она открытая, и всегда можно туда засунуть руку, и там всегда все видно и доступно. Теперь давайте перейдем к минусам, которые я для себя выявила сама, которых я, честно говоря, не слышала нигде в интернете. Это то, что очень тонкие ручки, и когда мы рассчитываем на то, что эта сумка должна вмещать все, и мы туда хотим навалить все подряд и унести побольше с собой, то в связи с этим тонкие ручки это очень неудобно, и они режут плечо. То есть если вы туда себе понакладывали кучу вещей, особенно тяжелых, то вот здесь вот как бы не сильно приятно. Соответственно, теряется логика этой вещи немного. То есть я хочу унести побольше, но чем тяжелее, тем больнее режет оно мне плечо. Вот этот как бы момент мне не очень нравится, поэтому с этой точки зрения, возможно, если вам не нужно прям очень сильно много всего носить, то, возможно, лучше даже купить PM, потому что так вы хотя бы ограничите себя до какого-то количества вещей, чтобы вам не больно было их носить. Вот large я вообще не представляю, как носить, потому что туда ты, получается, напихаешь еще больше, и, соответственно, будешь вообще там помирать, и руку будет резать. Наверное, это единственный минус, честно скажу, потому что в остальном меня сумка очень устраивает. Мне нравится, как я себя чувствую, когда она со мной. Мне нравится, как она все вмещает в себя, то, что мне нужно. Она легко стилизуется. Последнее, что тоже классно, ее можно вывернуть наружу. Я еще, честно говоря, этого не делала. Я видела, как другие делают это в интернете, и мне кажется, что это прикольный вариант. Вывернуть ее и посмотреть, как это будет выглядеть. Собственно, это все. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите в комментариях, нравится ли вам эта сумка или нет. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите, о чем бы вам еще было бы интересно, бы я сделала видео, возможно, обзор на какую-то другую сумку. Все, спасибо, всем пока.